Протянула я все ленты, которые я вам показывала. Вот в этих местах до конца. С одной стороны и с другой. Теперь будем протягивать ленты с того места, где у нас вот закончилось. И будем идти в этом направлении. Как ориентироваться? Смотрим на противоположную, тоже в этом направлении, и также укладываем. Значит, она заходит вот под эту черную, и вот здесь выходит. Причем это лента с левой стороны, точно так же, как и с этой стороны. Опять под черную. И между красными выходит. Ну, давайте еще раз. Под черную. И так плетем по всей сумке. Доходим до этого места. И дальше я вам покажу. Итак, прокладываю я эту линию. Пошла у меня через дно. И вот перед этим местом остановилась. Должны зайти вот сюда, внутрь. А ленту проложить под черной и выйти здесь. И дальше, как до этого плели. Под черной и выйти между красными. И заканчиваем вот так. Так, переходим опять к этой же ленте, откуда мы начинали, к этой полосе. Вот так заводим внутрь.
Так, заходим под черную. И опять под черную. И так плетем через дно. Рисунок один и тот же. И вот доходим до этого места. Здесь закончим. И здесь я вам покажу. Дошли мы до этого места. Под черную. И вот у нас здесь трапеция. Вот она. Надо, чтобы был параллелограмм. Заходим вот под эту и выходим здесь. Вот цветок получился. Сверху красный этой. Так, ну здесь видно, если это лежало под красной, значит эту на красную и под этими двумя. Так, чтобы легче было пройти, можно другой пилочкой раздвинуть. Закончили. Итак, заполняем от этой полосы 1, 2, 3, 4. Дальше не трогаем. Я показывать буду эту полосу. С этой стороны 2 полосы заполняем. Дальше не трогаем. Будем эту линию заполнять. У нас она уже есть. Вот ориентируемся по ней. Вот.
Значит, она у нас заходит вот сюда. И вот так выходит. Ну, в принципе, так и плетем по этой линии. Вторую ленту здесь прокладываем. Заходим под черную. И внутри сумки оставим. Теперь, если здесь проходила под красной, то теперь на красную, на верхнюю, сюда под черную. Между лентами заводим. И здесь вытаскиваем. Так, дошли до этого места. Под черную. И заходим вот сюда в центр. Вот цветок получился. И опять под черную. Ну, здесь уже видно, если это идет под красный, значит, это будет над. Вот сюда заходим, между ними.
Протягивайте аккуратно, чтобы лента не разрезалась. Все, в принципе, так дальше и плетем. Что хотелось бы вам подсказать. И вот смотрите, нижние ленты идут под черную, то есть между черными, сверху на красную и туда, и здесь выходим. Здесь нижняя. То же самое. Между черными на красную и здесь выходим. Эта лента нижняя точно так же проходит. И если мы развернем сумку и посмотрим с другой стороны, здесь то же самое. Нижняя между черными на красную и туда уходит. Как я показывала. Здесь то же самое. Здесь вот под черную на красную и ушла туда. Естественно, верхние ленты под черную, под красную. Здесь то же самое. Под красную. И так они повторяются с одной стороны. И вот так, если развернуть, с другой стороны точно так же. Я бы могла показать одно переплетение, но решила полностью все показать. Вот смотрите, прошла я эту полосу. Тут уже кое-где звездочки получаются. И вот дошла до донышка. Тут, в принципе, все идет по той же схеме. Вот они вышли, и эта лента должна пройти между красными и выйти вот здесь. Вот так. Теперь эта лента. Вот. Между красными. И вот здесь войти. Ну и все. И так продолжаем дальше по этой линии. Ну вот, доплела я эту линейку. Поворачиваемся. И вышли точно на такую же. Вот она отсюда идет. И плетем точно так же, как плели. Ну, здесь видно, нижняя должна зайти под черную и выйти здесь. Вот здесь мы ее вытягиваем. Верхняя заходит внутрь между красными и выходит под черной. Все то же самое. И так мы эти ленты
плетем вот в этом направлении. Так, ну вот практически я проложила все ленты. И вот осталась полоса. Берем ленту, оставляем запас сюда, как измерить. Протягиваем по ней, по этой полосе. И запас на дно. Дальше уже эта лента не пойдет, потому что здесь все заполнено. Значит, прокладываем сюда 2 ленты, как обычно. И вот что получается. Вот в этих углах он тоже будет шестиугольником, но не такой выраженный, как здесь. Видите? Вот здесь вот 6 лент. Но поскольку здесь угол сложный, получается вот одна лента находит на другую. И здесь точно так же. Но все равно здесь 6 лент. Значит, прокладываем здесь 2 ленты. Здесь 2 ленты. И здесь 2 ленты. То есть вам нужно еще 6 лент на одну сторону длиной чтобы запас остался и кончик спрятать внутри сумки и там обрезать. Теперь смотрите, вот те, которые идут в правую сторону, они сверху тех, которые в левую сторону. И одна лента вот под ними. То есть впереди 3 ленты. Одна лента, вот она сзади остается. Везде так проверьте. Теперь заходим вот под эти 2 перекрещенные. И заходим вот под эту черную. Вот так. Но вы начните сбоку лучше. И опять смотрим. Вот 2 перекрещенные. Одна за ними. И одна изнутри сумки выходит. Эту мы не трогаем. Вот так заходим. И под черную. Потом, когда они загнутся, у вас получится половина вот этого орнамента. После того, как проложите эту ленту, можно загибать внутреннюю ленту. Вот по направлению черной ленты. Вот так загибаем. И смотрим, куда она уходит. Вот под эту красную уходит. И по черной и опять вот под красную. Ну тут по-другому никак.
Вот. И еще можно один раз также проложить. И так загибаете все внутренние ленты. Так, осталось у нас вот по 3 ленты везде. Берем ближнюю к внутренней части. Вот, 2 осталось снаружи. И 1 сюда. Укладываем. И вот смотрите. Вот сюда должно зайти. Вот сюда. И вот здесь выйти. Ну, можно так оставить. А можно дальше протянуть, уже видно, где она проходит, эта лента. Следующая, которая внутрь. Опять сгибаем. Вот под красную. И затягиваем. И последняя лента. Так, загибаем. И она проходит вот под этой красной. И вот так выходит. Ну, можно, у кого есть желание, эти ленты дальше протянуть. И затягивайте хвосты как следует. И так загибаем все ленты. И на внешней стороне получается как раз половина этого узора. Ну вот, практически я закончила плести сумку. Установила ручки, хольнетенами прикрепила. Причем хольнетены купила другие, не те, что у меня были раньше. Эти хольнетены на винтах. Они мне понравились больше. Вот они бывают под золото, под серебро. Заказывала на Алиэкспрессе. Там их количество в упаковке больше и дешевле, нежели на наших маркетплейсах. Кстати, там же на Али можно найти готовые ручки из бамбука, из кожзама, цепочки разные. Точно так же и застежки там можно найти. И на магнитах. И просто застегиваются механически. В общем, для сумок на Алиэкспрессе можно все найти. Так, и теперь буду делать застежку. Можно воспользоваться вот такими большими пуговицами. Они называются шубные пуговицы. Здесь у них отверстие, но отверстие было маленькое. Мы его расточили сверлом, чтобы можно было протянуть тонкую ленту. Вот так. Но нужно оставить ножку, за которую будет заходить застежка. Для этого вот здесь лучше узел завязать. Вот потуже, чтобы была ножка. И вставить. И хвосты там спрятать. Вот такая пуговица. Ну, естественно, нужно подобрать цвет, смотря какая у вас сумка.
либо красную, либо черную пуговицу. Кстати, можно даже самим сделать из бисера и бус, кто умеет. Можно воспользоваться вот такими пуговицами. Но тоже подобрать по цвету. Тоже сделать ножку здесь, то есть узел завязать и внутрь протянуть. Как я плела ручку, я уже показывать не буду. Я оставлю ссылку под видео, как я ее плела, как крепила. Так, ну а я сплету. Берем 3 ленты шириной половина основной и длиной 55 сантиметров. Вот надо 3 штуки. Сворачиваем пополам. Взяли одну. В нее вставляем вторую. Так. А третий обхватываем эти 2. Теперь берем от 3-й ленты, которая обхватывает, нижнюю сторону. И вот в эти 2 петли протягиваем. Так, здесь оставьте петлю. Следующую нижнюю сторону берем. Вот эта лента проходит сверху в петлю. Внутрь. И вот здесь выходит. Теперь тоже берем нижнюю часть. И вот в эти 2 петли протягиваем. И теперь все затягиваем. Затягивайте потуже, но чтобы ленты не перекрутились. Вот видите, оно перекручивается, а этого не должно быть. Теперь отрезаем 4-ю часть от ленты по ширине, то есть половину этой, сантиметров 30. Поворачиваемся на изнаночную сторону и вот под эту часть вставляем. Так, складываем пополам. И вот сюда вставляем. Это будет крепление к сумке. И теперь смотрим. По направлению, вот они, укладываются. Вот так. Следующее на нее. И так, одна на другую накладываем. Смотрите, чтобы это
Ленточка узенькая всегда была в центре. Ну, если кто-то раньше в молодости очень давно плел из цветной проволоки оплетку на шариковые ручки, этот принцип знают. Так, и вот последнюю ленту вставляем в эту петлю. Вот, следите, чтобы это было здесь в центре. И опять затягиваем. Теперь поворачиваемся на лицевую сторону. Теперь у нас ленты в эту сторону идут. Значит, мы должны их сюда загибать. Укладываем так. Сверху на нее. И вот так по кругу укладываем. И вот последняя осталась лента. Вставляем вот сюда. И опять затягиваем. После того, как затянули, переходим опять на левую сторону. И опять укладываем эти ленты по направлению. Можно начинать с любой ленты. И последняя лента. Уходит вот сюда. Следим за центральными. И опять затягиваем. И теперь по лицевой стороне по направлению укладываем. Одна на другую.
И последняя лента вот под эту. И опять затягиваем. И еще раз переходим на изнаночную сторону. И точно так же по направлению укладываем. И последнюю ленту заправляем. И затягиваем. После того, как затянете как следует эти хвосты, заправили их, и нужно соединить, зафиксировать. Можно просто паяльником прожечь отверстие, соединить эту ленту и которая под ней проходит. Чтобы не попасть на следующие ленты, можно вот так металлическое что-то вставить и паяльником вот в этом месте прожечь. И после этого отрезаем эти хвосты. Ну вот, припаяла я все хвосты. И теперь нужно вставить. У меня получается вот эта звездочка центральная. Вы посмотрите у себя. Можно сюда зайти. Вот так шилом раздвиньте. Можно чуть ниже. Я буду сюда в звездочку заходить. Так, раздвиньте немного. И вот эти тонкие ленточки туда вставить. И вот так получится. Ну, а эти хвосты здесь закрепляем. Эти хвосты закрепляем за те полоски, за которые удобно. Несколько раз обвейте в нескольких местах. И хвостик обрежете. Точно так же эту где-нибудь. Так, прикрепила я застежку. И теперь к ней нужно сделать ответную часть, которая будет стягивать сумку. Можно сплести из такой же ленты, а можно сделать вот из таких металлических цепочек. Это металлические шарики. Они бывают разного диаметра. У меня, правда, мелкие, я давно заказывала. Вот такой у меня цвет, такой и вот такой. Эти цвета разные. Этот более блестящий, этот матовый. К этим цепочкам обязательно нужны застежки, которые соединяют в кольцо. Вот у меня два вида застежек. Вот они такие. Этот побольше, этот поменьше. Выбирать их нужно по размеру шарика. Значит, эти цепочки и замки я покупала на Алиэкспрессе. Вот сюда концы цепочки вставляются внутрь с одной стороны и с другой. И здесь зажимаются. Вот, вставила. И когда проденем, вторую сторону тоже вставляем и поджимаем. И уже цепочка не выскочит.
цепочку буду вставлять с внутренней стороны. Вот 1, 2, 3, 4, 5. 5 цветков. Вот средний. И вот сюда я цепочку буду вставлять. Ну вот, проделаю я цепочку. И вот так застегивается. Если получится так, что вам нужно побольше стянуть сумку, вы просто ее перекрутите пару раз и опять наденьте. Вот так можно. Цепочка мощная, не порвется, только резать надо. И висит внизу, не мешает. Цепочка у меня эта получилась длиной 26 сантиметров. Мне этого достаточно. А у кого нет цепочки, то можно вот эту застежку сплести самим. Я вам сейчас покажу. Ее тоже так можно. Если она длинная, можно перекрутить несколько раз и опять застегнуть. Ну, сейчас я вам покажу, как ее плести. Отрезаем 2 ленты длиной в пределах 55 сантиметров. Это 4-я часть основной ленты. Ну, я для образца взяла разной длины. Мне потому что уже это не нужно. Оставляем хвостик, чтобы можно было закрепить внутри сумки к сантиметру 10-15. Если вы будете от половины ленты делить, то до конца не разрезайте для удобства. И тоже иголками накалите. Теперь берем эти ленты и в разные стороны закручиваем. И перекручиваем. Опять в разные стороны. И перекручиваем. Только стягивайте потуже. И вот такая застежка у вас получится. С этой стороны тоже оставите хвостик сантиметров 10-15, чтобы можно было заправить. Значит, после того, как вы сплетете эту ленточку, вы ее вставляете не сверху вниз, а то она у вас все время будет вверх идти, мешать будет. А вставляйте снизу вверх, ну, в любом месте. Я вот вставила в последнюю ленту. Но обязательно снизу вверх. И вот так несколько раз обмотайте. И получится вот такая застежка. Ну вот вроде бы и все, что я вам хотела рассказать и показать. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.